было всего 6 дней от роду, Путана пришла. And she was singing that Putana came and she took you, she tried to kill you, but by the mercy of God, Vishnu, you were saved. И она пела о том, что Путана пришла и хотела убить тебя, и унесла тебя с собой, но благодаря милости Господа Вишну ты остался жив. And she is singing all these pastimes of Krishna until 2.5 years old. И она пела об этом все время, до тех пор, пока Кришне не исполнилось 2,5 года. And she says in her singing that when Shaktasur came and when the demon card, the card demon came, and then the Yomasur, the wind, Vyomasur came, you are very fortunate because Nanda Baba's Vishnu saved you. И когда приходили другие демоны, first one, what's the name of the first Shaktasur. Shaktasura. И когда приходили демоны Шактасура, Вьямасура и вот этот вот демон, который вот с тележкой. And she sings that how fortunate the Vrajvasis are. Как удачливы Бриджабаси, что только благодаря милости Нанда Бабы That you have taken birth in Vraj. И как удачливы Бриджабаси, что ты принял свое рождение во Враджапуми. Even the gopis sing in Gopi Geet. И даже гопи поют в Гопи Гите. Jayati te adhikam janmana vraja. Jayati te adhikam janmana vraja. We sing that every day in the evening. It's the first verse of Gopi Geet. Каждый день мы поем Гопи Гиту в Кришна-холле, и там вот есть такие слова. So, what does these two lines mean? Jayati means all glories. Джаяте означает That we say Jai Prabhupada or Jai Jagannath, Jai Radha Shyam Sundar. Как мы говорим Джай Прабхупад, Джай Джаганнат, Джай Шьяма Сундар. То же самое Джаяте означает вся слава. But even the glories of the glory Но даже слава всей славы is because you were born in Vraj. тебе, потому что ты родился в Брадже. So the Vrajvasis were very fortunate. They did a lot of tapasya in their last life. Может быть, Бриджабаси совершали очень много аскез в прошлых своих жизнях, что ты родился здесь в Брадже. That is why you chose to be born in Gokul. Поэтому ты выбрал родиться в Гокуле. So she was singing, doing wonderful kirtan. И она таким образом прославляла Кришну и пела вот этот киртан во время пахтания йога. And while she was singing, И пока она пела, there was a wonderful sound coming. в это время происходило очень красивый звук возникал. The churning rod, Вот этот вот, как раз вот эта вот палка, которая, как мотовка. while she was churning, the sound was dik, 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 dik. Вот так, когда она пахтала, то мотовка производила вот такой вот звук. And her bangles and her ankle bells was making the sound cling, 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 cling. Ее браслеты и ножные браслеты на ногах производили вот такой звук. And it seemed actually that it was a nice kirtan. И на самом деле казалось, что происходил очень красивый киртан. Because the sound that was coming from the churning rod sounded like a mridang. Dik, 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 dik. And the sound from the bangles was like the kartals. Ching, 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 ching. Потому что звук, который происходил от мотовки, напоминал звуки мриданги. А тот звук, который происходил от ее браслетов, ножных браслетов, он напоминал звуки каратал. We have to remember one very important point. Мы должны всегда помнить об одном очень важном моменте. The difference between the spiritual world and the material world, one of the major differences is that in the spiritual world, everything is full of consciousness. Мы должны всегда помнить об этом важном моменте, что разница между материальным миром и духовным миром состоит в том, что в духовном мире все обладает сознанием. For example, in this material world, this table does not have consciousness. Например, приведем пример
в материальном мире вот этот стол, он не обладает сознанием. But in Golok Vrindavan or in the spiritual world, everything is full of chetna or consciousness. Even the table is a person. И, It's got a soul inside. но на Галоке Вриндавана, в духовном мире, любая вещь, она обладает сознанием, четана, это значит сознание. Они полны четаны, то есть сознание. So, for example, if you have a flute here or a mridang, if I tell him, come here, come here, come here, it's going to not come until I pick it up. Здесь в материальном мире, например, вот мриданга, каратала или флейта лежит, и я буду говорить им, подойдите ко мне, подойдите ко мне, подойдите ко мне. Они не будут двигаться. But if in Golok Vrindavan or in Vaikuntha, if they say, please come here, it will come flying. И на Вайкунхе или на Галоке Вриндавана, если вы позовете мридангу или флейту, они прилетят к вам, потому что они персоны, они личности. Because it's a real person. На самом деле это истинная, реальная личность. So like that, the rod and the bangles are also Vaishnavas. И на самом деле это мутовка, и браслеты, и колокольчики на ногах мамы Ешоды также являются личностью. And they are accompanying Mother Yashoda in Kirtan. И поэтому они участвовали в киртане вместе с мамой Ешодой. They are excited. Excited. Yes. Они были тоже в экстазе. Because Mother Yashoda is singing the glories of Krishna. Потому что мама Ешода пела, воспевала славу Господа Кришны. Just like when we do Kirtan, somebody starts, then somebody brings kartal, somebody does mridanga, and we all nicely do it. It's called Sankirtan. Да, и это когда мы начинаем киртан, кто-то начинает петь, кто-то подключается вместе с мридангой или караталами, или еще с каким-то инструментом и начинает тоже петь, то мы это называем санкиртана, когда все вместе поем. So now, while Mother Yashoda is doing Sankirtan in the kitchen, Lala, baby Krishna, he is in the bedroom and he wakes up. И пока мама Ешода таким образом проводила киртан на кухне, маленький Гопал Лала, он проснулся. And as soon as he wakes up, И как только он проснулся, he doesn't looking for his mama. и он посмотрел вокруг, где же мама? And he can't find his mama. И он не мог найти свою маму. So he starts crying. И он начал плакать. And he cries quite a long time. И на самом деле он плакал довольно долго. And he can't find his mama next to И him. тем не менее он не мог найти свою маму. This is the first time that when he woke up, he opened his eyes and he can't see his mama. Это было первый раз, когда он открыл глаза и не мог найти свою маму. And I'm sure you all have your practical experiences that if you have a little baby and the mother is not there, especially when it's wake up, it's scared and looking for the mother. And if she can't see the mother, baby is going to start crying. И на самом деле я думаю, что многие из вас имеют практический опыт этого. У каждого есть дети, то если ребенок просыпается и не находит маму рядом, он начинает плакать и начинает искать ее. So now, when he wakes up, he's crying, but he hears some noise, some nice sweet singing in the kitchen. Но он проснулся и услышал какой-то очень особенный звук, прекрасный звук киртана из кухни. So he knows now his mother is singing in the kitchen. И теперь он знал, что мама находится на кухне и поет о ней. So what he does is he wants to go, but he wants to get off the bed. And he is so small that when he's trying to go down, he cannot reach the floor. Но поскольку он теперь хочет пойти к маме на кухню, но он возлежит на кровати. Кровать довольно высокая. И он подходит к самому краю кровати, и его ножка не доходит до пола. Slowly he rolls over on his tummy. И он кувыркается на своем животе, подходит к самому краю кровати. And then he puts one leg on the ground. И он одну ножку ставит на землю. And then slowly he takes the chadar and he grabs it and he comes down. И потом он хватается за чадр, за одеяло и очень-очень медленно старается попасть другой ножкой на землю. And he's crying. И он плачет. His eyes are full of tears. И его глаза полны слез. And he's slowly going towards the kitchen like this.
in a zigzag way, И, такими, not straight. и он не прямо, а такими зигзагами направляется по направлению к кухне. So Jiva Goswami describes his going like that is like a little baby elephant. И Джива Госвами рассказывает об этом, описывает это, что вот такое вот поведение Гопала, что он не прямо, а зигзагами направляется на кухню к матери, означает это поведение молодого, маленького слоненка. Have you all seen a baby elephant? It never walks straight. Кто-нибудь видел маленького слоненка? It's very, very cute. Он очень хорошенький, он никогда не двигается прямо, он всегда двигается зигзагами. And the reason he is walking zigzag is because first of all, he is still sleepy. И одна из причин, почему он двигается зигзагами, это потому что он все еще во сне, спит еще, он еще не полностью проснулся, сонный. And he cannot see clearly because of the tears in his eyes. И он не может видеть ясно все, потому что его глаза полны слез. Sometimes when as big people, when we wake up at night and we want to go to the bathroom, we cannot walk straight like we walk in the day. We also kind of hold the wall, the chair, the furniture, and then we go. Даже взрослые люди, когда они просыпаются ночью, среди ночи, чтобы направиться в туалет, например, мы не можем двигаться прямо, мы двигаемся зигзагами, иногда хватаемся за стены. So, but anyways, he is sleepy, he is crying, but still, it is the sound of the kirtan that attracts him. И на самом деле он все еще сонный, глаза его полны слез, но он направляется к кухне, потому что его ухо слышит замечательные звуки киртана, So this is the best way to attract Krishna is kirtan. Таким образом, это самый лучший метод привлечь Кришну, а именно воспевать его славу. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Хорошо? The best way and the best system is to attract the Supreme Personality of Godhead is by sound vibration, transcendental sound vibration, kirtan. Это самый лучший метод, самая лучшая система привлечь Верховную Божественную Личность Господа Кришну звуками, прекрасными звуками киртана, воспевающими славу Его. How many of have you heard that purport of Srila Prabhupada when he chants so nicely, Hare Krishna, and then he has a nice, this transcendental sound vibration is not connected from the material platform. It comes directly from Golok Vrindavan. Кто-нибудь слышал вот комментарий Шрилы Прабхупады, который говорит после чтения джапы, он говорит, это трансцендентная звуковая вибрация, она не сходит из духовного мира, и она ничего не имеет общего с этой материальной платформой. Narottam Das Thakur says in one bhajan, Golokera Prema Dhana. И Нароттама Даса Тхакур в одном из их баджанов говорит, Голокера Нирадхана. Golokera Prema Dhana Harinam Sankirtana. Голокера Премадхана, Harinam Sankirtana. Санкиртана. This Hare Krishna Mahamantra Это Харе Кришна Махамантра. is the love that comes directly from Golok Vrindavan. Это есть на самом деле любовь, которая непосредственно не сходит из Галоки Вриндавана. It is not from this material world. Это не из этого материального мира. This is made in the material world. This is made in the material world. Это все сделано в материальном мире. This camera is made in the material world. Everything we see is made in the material world. But this Hare Krishna or the transcendental sound vibration of Sankirtan or Hari Kirtan comes from Golok Vrindavan. Все, что вы видите вокруг, это все сделано из материальных элементов и находится в материальном мире. Но трансцендентная звуковая вибрация Харе Кришна Махамантра, она не сходит из духовного мира. It travels even far and wide than the Sputnik. Она двигается гораздо дальше, чем любой космический спутник. So this is amazing. That is the best way to attract Krishna is by Kirtan, Sankirtan. Это вообще удивительно, исключительно удивительно, что только воспеванием святых имен Харинама Санкиртана можно привлечь внимание Господа к себе. So now when he reaches the kitchen inside, he is still crying
когда он достиг наконец кухни и вошел в нее, он все еще But плакал. Mother Yashoda cannot hear him Но мама Ешода не могла услышать его, because she is absorbed in kirtan. потому что она была полностью поглощена киртаном. Sometimes when you are in a very nice kirtan, you don't hear your phone ring, you don't hear anybody calling you. You are just so much absorbed in kirtan. Когда мы совершаем какой-то киртан и полностью погружаемся в него, то иногда мы не можем слышать даже звуки нашего телефона или звуки вокруг. Мы полностью погружены в киртан. So then, what Krishna does is he goes and he stands in front of Mother Yashoda, but he's so small, Mother Yashoda can still see him. И что делает тогда дальше Кришна, Гопал? Он направляется к маме Ешоде и встает прямо перед ней. Но поскольку он очень маленький, маленького роста, то мама Ешода не видит его. So, to attract Mother Yashoda's attention, Krishna, he takes his little small hand, and on the churning rod he keeps one hand like that, and with one hand he pulls the sari of her mother. И что делает тогда Кришна? Он одной рукой хватается за эту мотовку, а другой рукой хватается за сари мамы Ешоды. Now, when he puts that little hand, 2.5 ball, that big churning rod, it immediately stops. И что удивительно, маленький ребенок кладет свою маленькую ручку на огромную мотовку, которая движется со скоростью, силой, и эта мотовка, она останавливается немедленно. If it was an ordinary child, his hand would have been hurt. Если бы это был обычный ребенок, то если он положил бы свою руку на мотовку, вращающуюся с большой скоростью, то он бы просто, ему бы оторвало руку. But in Gokul, in Vrindavan, he is an ordinary child. Но в Гокуле, во Вриндаване, он необычный ребенок. But in spite of that, he was able to stop the churning rod. Он как бы обычный ребенок, он играет роль обычного ребенка. So we have to understand. Он может остановиться. We have to understand a very special philosophy here. И мы здесь можем понять очень важную философию. Krishna is the supreme personality of Godhead. Кришна – верховная божественная личность. That means he possesses 6 qualities to the highest extent. Это означает, Unlimited. что он обладает 6 достояниями в полной мере. What are those? Вот какие достояния обладает Кришна. Какими достояниями? Unlimited what? Силы, бесчисленные. Power, Знание, knowledge, beauty, richness, rich, yes, wealth, yes, and renunciation. yes, and one more. Fame. Yes. Слава. So one of them is power, И одно из них это мощь, strength. сила. Nobody can compare to him. Никто не может сравниться с ним. But in very important point for all of us to remember, as devotees, we are called Vaidhi Bhaktas or Sadhaks. И вот очень важный момент здесь надо запомнить, что мы как садхаки, это как бы практикующие, мы занимаемся Вайдя Бхакти. And as Vaidhi Bhaktas, Вайдя Бхакти. Prabhupada and our acharyas are constantly reminding us that Krishna is the supreme personality of Godhead. И все наши ачарьи, Шрила Прабхупад, нам, как Вайдя Бхактам, они постоянно напоминают, что Кришна является верховной божественной личностью. True? Yes or no? Это так или нет? And when we become perfect in our Vaidhi Bhakti, И когда мы в совершенстве станем совершенными Вайдя Бхактами, by the mercy of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, по милости Нитянанды Прабху, Шри Чайтанья Махапрабху, and through our acharyas, и через цепь парампуру наших духовных we will учителей, now open new doors. для нас откроются новые двери. And those doors of Ragatmika Bhakti or Raga Bhakti. И эта дверь, это называется Рагатмика Бхакти. And in Raga Bhakti or Ragatmika Bhakti, Рага или Рагатмика Бхакти, we are taught о которых мы
которые нас учили. to forget that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И что же обучает нас Рагатмика Бхакти? Забудьте о том, что Кришна является Верховной Божественной Личностью. And we'll be surprised. Why? И мы будем удивлены, как это, почему. Because then we follow in the footsteps of the Vrajvasis. И тогда мы будем следовать по стопам Бриджабасис. Because Vrajvasis, they don't know he is the Supreme Personality of Godhead. Потому что Бриджабаси не знает, что Кришна является Верховной Божественной. And even if they think they heard something, they don't care. И даже если они где-то слышали о том, что он является Богом, они об этом их это не волнует. For us, this is our Lala. Для нас, для Бриджабаси, это их лала, любимый мальчик. And we love you because you are sweet, because you are naughty. И мы любим тебя, потому что ты очень сладкий мальчик и очень такой проказник большой. We don't love you because of your power or you are God. Мы любим тебя не потому, что ты очень могущественный, обладаешь огромной силой и могуществом. So this is a very high stage. Это гораздо более высокая ступень. And all the residents of Gokul, И все жители Гокулы, they don't know that he is the Supreme Personality of они God. не знают, что Кришна является Верховной Божественной. And one more amazing thing. Еще одна удивительная вещь. There are two types of Maya. И существует два типа майи. In the material world, that Maya is called what? В материальном мире майю как называют? Mahamaya. Махамайя. And in the spiritual world, the Maya is called what? А в духовном мире как ее называют? Yogamaya. Йога майя. And what is the job of Maya? И какое же служение у майи? To make you forget. Служение майи – это заставить нас забыть. Here they make you forget Krishna. Здесь она заставляет нас забыть о Кришне. That Krishna is the Supreme Lord. О том, что Кришна является Верховной Божественной. They make you forget that there is God. И она даже заставляет нас забыть, что вообще Бог существует. And Yogamaya, И йога майя, she also makes you forget. она тоже заставляет нас забыть. She makes you forget that he is Krishna, the Supreme Lord. Она заставляет нас забыть, что Кришна является Верховной Божественной Личностью. And one more special function of Yogamaya. И еще йога майя имеет одну очень особенное служение, функцию. With the permission of Krishna, С разрешения Кришны she even makes Krishna forget that he is God. она, с разрешения Кришны, она делает так, что Кришна сам забывает, что он Верховная Божественная Личность, что он Бог. Otherwise, this special relationship between the Vrajvasis and Krishna cannot happen. Иначе, если вот этого не происходит, то такая очень специальные, сладкие взаимоотношения между Бриджабаси и Кришной не могли бы иметь место. So, for 1 second, Yogamaya removes her curtain on baby Krishna. И всего лишь на одну секунду йога майя открывает занавес иллюзий перед Кришной, перед Гопалом. Because Yogamaya's job is, whatever Krishna wants, she understands it perfectly. И в чем же служение йога майи? В том, что она сразу же понимает, немедленно понимает, какое желание Кришны, что он хочет. So, that is highest bhakti. Это высочайшая бхакти. Rupa Goswami says, Рупа Госвами говорит, Anya Vilashita Shunya, Аня Пилашита Шунья, Jnana Karma Anavritam, Гьяна Карма Диабрита, Anukulyena Krishna, Анукулена Кришнану, Anushilanam, Анушилана, Tad Bhakti, Тат Бхакти, Uttama. Уттама. The topmost bhakti is Высочайшая бхакти это when we do not have any material motivation, zero. когда у нас нет никаких материальных мотивов, Not even for knowledge, gyan, даже для знания, and not even for karma. даже для кармы. Then what will we do? Так, что мы тогда будем делать? Whatever pleases Krishna the most. Мы будем делать только то, что самым наилучшим образом. So now Yogamaya is seeing that Krishna needs to stop that rod, and Yogamaya knows. So Yogamaya removes her curtain for 1 second. И что же видит йога майя? Что Кришна, Гопал, And now хочет остановить эту мутовку. And now the Supreme Personality of Godhead, His whole power comes and stops that rod. И она на секунду, буквально на одну секунду приоткрывает занавес иллюзии. То есть Кришна начинает показывать свое могущество как верховная божественная личность. Одним движением руки он остановил огромную мутовку. And when the rod stops,
И когда бунтовка остановилась, and Krishna is pulling on Mother Yashoda's sari, и Кришна дергает за сари мамы Ешоды, Mother Yashoda looks at him. и тогда мама Ешода взглянула на него. Oh Lala, you have woken up, I'm so sorry. And she picks him up И она and говорит, kisses him and hugs him. о, мой маленький ребеночек, мой сладкий Лала, ты уже проснулся? Она берет его себе на руки, она обнимает его и целует. And then he cries even more. И тогда он начинает еще больше плакать. So Yogamaya is again covering Krishna И тогда, back for his special leela between child and mother. и тогда Йога Майя тут же немедленно закрывает занавес иллюзии. И Кришна опять превращается в маленького сладкого ребенка, который полностью зависит от мамы Ешоды. So it's almost 9:20. Is that clock correct? Это время 9:20. Это правильные часы? So I think I should stop now because and then we will continue for the next 3 days. Я должен остановиться здесь, потому что мы будем продолжать в течение следующих 3 дней. And tomorrow we will enter the Damodara Ashtakam very soon. И тогда в следующий раз мы полностью погрузимся в Дамодара Аштакам. Thank you very much. Спасибо. Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Shri Shri Yashoda Damodar ki Jai. Shri Shri Radha Damodar ki Jai. Bolo Shri Vrindavan Dham ki Jai. Russian Bhakta Vrinda ki Jai. Gaur Premanande. Thank you very much. Satchidananda Prabhu ki Jai. Guru Maharaj Jai Shri. For your service. Very nice selection. So tomorrow we should start by 8:10. If everybody is here, it would be nice. И завтра мы начнем в 8:10, и было бы очень хорошо, если бы все пришли вовремя, 8:10. Because there is a lot of nectar from Jiva Goswami. Потому что очень будет много нектара от Дживы Госвами. Hare Krishna. From Gopala Champu. Gopal Champu. Из Гопала Чампу. Hare Krishna. Спасибо.